Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же нежданная любовь вас посетит? Какая же женщина ворвется в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вы такой вообще, знаете, позитивчик ходячий. Вы довольно сильный человек вообще по жизни. И морально, и физически. Вы настолько вот выносливый, что вы готовы любую ситуацию, вот как бы вам тяжело не было, вы будете терпеть до последнего. Это может проигрываться, допустим, вы терпели, там откладывали тот же развод, разрыв, да, все неурядицы, которые были. У вас были, да, с женщиной проблемы, у вас были разрывы, разводы. Но опять же, вы терпели это все. Так, что за женщина? Вот женщина, ну просто расплюнуть, укротить вас. Вот просто, вот как вот этого льва укрощают. Вот настолько вы, когда любите, вы настолько ручной становитесь. Вы такой человек еще, знаете, что вот когда к вам по-хорошему, ну вы просто, ну последнюю рубашку отдадите. Вы очень легко живете, вы, несмотря на какую-то вот с одной стороны свою серьезность, да, но вы стараетесь вот всякими глупостями не заморачиваться по жизни. Есть такие люди, знаете, вот мнительные, которые все близко к сердцу принимают, там по пустякам я имею в виду. Вы же как-то вот стараетесь это все дозировать, да, вы стараетесь себя не грузить, не нагружать чепухой какой-то, да, не переживать из-за чепухи, потому что, ну, в общем-то, разных таких не очень приятных моментов и страстей в вашей жизни было ого-го. Вы такой человек, который, ну, довольно любит женщин, красивых женщин вы очень любите. Ну, уже хорошо, что не мужчин, и то уже хорошо. Вы настолько, вот знаете, вот когда вы любите, вы очень много посвящаете времени, сил, вообще всего эмоций, да, вот любимой женщине. Это суперское качество на самом деле, но опять же, да, не хочу повторяться часто, нужно все равно даже вот вкладываться, но дозированно. Вот вы залюбливаете женщин, когда любите, я имею в виду. Так. Что сейчас происходит, если у вас в личной жизни кто-то? Нет, личная жизнь закончилась с уходом вашей, ну, с разрывом я имею в виду, да, у каждого по-разному проиграется, кто-то сам ушел, от кого-то ушли. То есть здесь однозначно с изменой связано дело, с уходом это связано, с изменой. Плюс ситуация была настолько болезненная и разрушительная, у нас башня выпала. Также может быть еще проигрываться, что вы, вот как я говорю, какой-то период даже, может быть, оттягивали разрыв, да, это может быть, что вы знали, там, подозревали, что человек изменяет, да, обманывает, но вы либо не хотели верить, да, может быть, вам говорили, намекали, может быть, вы какие-то факты находили, да, вот свидетельства измены, но пытались как-то все равно оправдать, не хотели в это верить. Кстати, довольно часто вот именно вторая половина узнает обычно про измену последний. Ну и, по крайней мере, старается верить, ну не верить, вернее, до последнего. То, что разрушение с женщиной произошло у вас однозначно. Вот как раз вот эта женщина, она вас и укротила. Вот вы готовы были, ну, просто звезду с неба достать ради нее. Но, тем не менее, человек, склонный к измене, да, не хочу про нее даже говорить особо, потому что, ну, она не заслуживает даже моего внимания. Мы сейчас не о ней. Ну, то есть вы настолько вот человек, знаете, вас жизнь вообще и побила, довольно сильно побила, и закалила в то же время. Вот сейчас вы, в принципе, да, вы стараетесь особо не заморачиваться, но если вас тронуть, вы отпор дадите любому. Вот есть такая у вас штука в характере, да, вот качество такое.
которые заставляют некоторых людей даже вас побаиваться. Побаиваться в том смысле, что ну, люди, которые вас хорошо знают, ну, это может быть по работе, допустим, там, да, знакомые какие-то, они знают, что вы вроде добряк добряком, да, но если вас обидеть, зацепить где-то, то мало не покажется, небо будет мало и земли. Вот как-то так. Личной жизни я на данный момент у вас не вижу серьезных отношений. Могут проигрываться какие-то легкие знакомства. Могут у некоторых быть, ну, такое, знаете, самое начало, может быть, отношений. Ну, то есть их еще и отношениями не назовешь. Может быть, там 1-2 раза на свидание сходили. Ну, как-то самое-самое начало. То есть пока вот таких вот стабильных отношений я пока не вижу. Вот такие задатки небольшие, росточки могут еще проигрываться, росточки отношений новых, знакомства новые. Что же будет дальше у вас в отношениях? Смотрим. Так. Так. Смотрите, у вас будет какой-то такой период. Сначала будет период небольшого затишья. Причем вы с головой уйдете в работу, вот в свое дело. У кого-то могут проигрываться какие-то даже поездки, может командировка, я не знаю, там по работе, может быть, с переездами связано что-то. То есть какой-то период еще вам будет не до любви, вам некогда будет, и настроение как-то, ну, не очень. У вас есть, в принципе, у вас есть полно вариантов вокруг знакомств, но вы их не всегда замечаете. Но это связано скорее с вашим вот состоянием таким вот не очень уверенным в себе. Это может быть связано с осадком, который остался после развода. Это может быть связано с недоверием к женщинам. Ну, то есть много разных факторов, у всех будет проигрываться по-разному. Ну, то есть, вот, да, вот как на этой карте. Вот вам шанс дает Вселенная познакомиться, но вы не обращаете внимания. Вот вам как-то не до этого, неохота как-то. Далее смотрим. Смотрите, у вас будет какая-то, ну, то ли гулянка, может быть, я не знаю, там с друзьями, может быть, будете зажигать, либо же просто там какое-то, я не знаю, корпоратив, день рождения, ну, то есть где-то людное место. У вас произойдет там знакомство. Причем еще, знаете, может оно даже не на самом этом дне рождения, либо там гулянке какой-то, может быть, по дороге туда, либо же по дороге обратно. Ну, то есть, вот оно как-то связано с тусовкой какой-то вашей. Это будет такое довольно неожиданное знакомство. Вы будете один в это время, ну, то есть, вы не будете в тот момент, вот когда будет знакомство, будете как раз один находиться. То есть, никаких друзья, может быть, там, я не знаю, в сторонку отойдут. Ну, как-то вот будет, что вы будете один стоять где-то там, либо же сидеть. Женщина вам покажется, ну, уж слишком хороша для вас. Вот она покажется вам, ну, такой, ну, не очень-то серьезной почему-то. Она моложавая, а это брюнетка. Женщина очень легкая такая, легкая на подъем. Она активная, она страстная, она сексуальная. Женщина очень уверенная в себе. Вас почему-то вот, ну, как-то спугнет ее то ли внешность, то ли манера общения, да. Вот она будет с вами флиртовать, она будет вот как-то пытаться, ну, к вам подкатить. Вот здесь она больше проявит инициативу знакомства к вам. Вот она, может быть, там, знаете, улыбаться будет, глазки строить, ну, как угодно, все вот эти женские штучки, уловки. И почему-то у вас вот пробежит такая мысль, что, ну, это разве что зароманить с ней, да, вот, ну, чисто там джага-джага и до свидания. Что же будет дальше? Так. Знаете, вот, а женщина-то разобьет вам сердце. Разобьет сердце, ну, в хорошем смысле слова.
Вот вы начнете с ней общаться, она кого-то вам напомнит из прошлого. Это может быть, я не знаю, может быть даже из детства. Ну, то есть это какие-то черты в ней могут быть. Это могут быть, я не знаю, там какие-то черты характера, ну что угодно, фигуры. Кого-то она вам напомнит. У вас будет даже своего рода вот какая-то возникнет ностальгия о прошлом. Вот как-то вас как осенит на кого-то, вот, может быть, это на первую любовь ваша похожа, может быть, на маму чем-то похожа, что вы в каком-то роде вот заностальгируете, да, вот за, может быть, за тем временем, за тем человеком. Вот напомнит она кого-то. Причем, смотрите, когда вы начнете с ней общаться, причем это будет, вот все-таки вы рискнете. Вот хоть она вам не особо понравится, но она все-таки соблазнит вас. Она соблазнит, и после того, вот как вы с ней уже пообщаетесь более тесно, да, вы поймете, что она вас зацепила. Вот если поначалу как-то, ну так, не очень, да, что-то не то, вот она зацепит. Может быть, это интим сыграет свою роль, но в то же время вот вы пообщаетесь, и вот она реально встанет, ну как бы повернется другой стороной. Вы взглянете другими глазами на нее. Чем же она вас привлечет? Это и черты характера. Вот знаете, бывают ситуации, когда в разговоре с человеком общаешься, и она может даже о своей жизни, о чем-то рассказывает, о своих каких-то поступках. И ты понимаешь, что вот да, вот человек рассказывает, как он там поступил, да. И ты понимаешь, что человек, ну, очень такой добрый, очень человечный, очень порядочный, да. То есть это будут какие-то вот, ну, я думаю, это озвученные поступки ее. Вот что-то она вам такое расскажет из своей жизни. Плюс такой вот зажигательный интим, который произойдет у вас. Они свое дело сделают, и реально вот вы влюбитесь в эту женщину. Вы, в общем-то, примете даже решение быть с ней. В отношениях, я имею в виду. Продолжать отношения с ней. Причем у нас, смотрите, туз кубков, да, говорит нам о том, что это будет настолько вот вулкан страстей, вулкан эмоций, да, вот чувств. Это будут реально такие вот серьезные отношения, хотя в начале, да, вот вы абсолютно ее не восприняли. Вот бывают такие моменты в жизни, когда, казалось бы, думаешь, да, это так чепуха, может быть, романчик какой-то, да, и вообще она мне не особо нравится. А потом ближе знакомишься с человеком, и ты понимаешь, что все, это твоя вселенная, это новый космос твой, да? Вот напишите в комментариях, бывали у вас такие моменты или нет, что вот вы начинали отношения, женщина вроде бы не особо вам нравилась, а потом вы влюблялись просто. Поэтому, смотрите, такая вот нежданная любовь появится в вашей жизни очень неожиданно, очень непредсказуемо. И начнется так, ну, необычно, да, что женщина особо так как-то и не привлечет вас, наоборот, что-то вам даже не очень понравится в ней. Но вы все равно рискнете, вы окунетесь в этот океан страстей, и все-таки вы полюбите друг друга с этой женщиной. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!